Всем привет! Работа над большим заказом, и нужно было придумать, как ускориться с полировкой торцов. В этом видео покажу способ, который сработал в моем случае и, возможно, будет полезен вам. Значит, что я делаю? Есть вот заготовка, это ременная кожа 3 мм толщиной, но такой способ он подойдет и для более тонких кож, допустим, миллиметровой толщины, и такой способ для тонкой кожи, на мой взгляд, даже более оптимален, чем, допустим, работать с ликером. В общем, с лицевой стороны фаску я не снимал, просто прошел кризером и немножко ее как бы загладил, да, вот фаску, сам угол, чуть-чуть его как бы смягчил. Со стороны изнанки фаску я снял. Здесь как бы как работаете не принципиально, можете снимать и с лицевой стороны. То есть как вы полируете кожу, как работаете с кожей, так в принципе можете работать. Здесь не столь важно. Вот, то есть подготовил торец к полировке. На торец наношу клей КМЦ, можно наносить токанолы, тоже не принципиально важно, каким средством работаете, тем можете и работать. Вот чтобы ускориться такой шерстяной штучкой, наношу клей, это более аккуратно получается и более ускоренный вариант. Все, на торец нанесли, потом заготовку прижимаем к нашей рабочей поверхности, берем ткань. Ткань забыл, как называется, можно там использовать старые джинсы, в принципе подойдут. Прикладываем ткань к нашему торцу таким вот образом и полируем. С одной стороны, потом переворачиваем и ту же операцию делаем с изнанки, проделаем. Все, у нас торец получается заполирован, и в принципе он уже готов к дальнейшей обработке, то есть немножко подсохнет и можно наносить уже какие-то финишные средства, там, к примеру, прозрачный грунт какой-то. Если, допустим, обрабатывать очень много деталей, это реально ускорит весь процесс и сэкономит очень много времени. Плюс сама ткань, она вот примет форму, допустим, как бы уголка, да, который мы вот полируем. И вам уже дальше будет проще просто прикладывать. Это получается как такой тканевый сликер. Значит, в чем фишка, в чем как бы положительные моменты такого способа? Ну, первое, это то, что, конечно, мы экономим время. Второе, при вот такой вот работе средство, допустим, если мы с ликером обрабатываем и у нас токанола, то может средство выступать, вот, попадать на нашу лицевую. То есть при таком вот способе мы все как бы излишки средства там для торцов мы просто тканью стираем, да, она впитывается и получается у нас здесь все чистенько, красивенько. Так. Третий момент. Когда мы, допустим, полируем с ликером, то торец мы давим, и он как бы разжимается, то есть он расширяется, становится больше. В данном случае получается, что мы торец вжимаем, и он у нас выходит той толщины, от которой реально кожа, то есть он у нас не расширяется, мы даже его можем немножко смять и сделать там тоньше. И четвертое, такой способ, он очень хорошо работает на тонких кожах, к примеру, кожа толщиной 1 мм, если мы ее полируем с ликером, то она как-то искривляется, там, сложно поддается обработке, то таким вот способом обработать торец тонкой кожи намного проще, потому что мы его там прижали, к примеру, и обработали. Если кожа, допустим, мягче, можно брать там линейку, прижимать этот торец, чтобы ее как-то там не гнуло, и то же самое обрабатывать. В общем, хороший такой способ, рабочий. Надеюсь, вам пригодится, и если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.